Россия отработала удары по морским целям в Балтийском море, а США и Германия вывели в воды Балтики эсминцы и 50 боевых кораблей для масштабных учений. Что происходит? Россиян призвали покинуть Крым после третьего удара по Крымскому мосту. В Киеве анонсировали новую атаку, после которой россияне могут оказаться в своеобразном мешке. О чем речь? Путин созывает совещание после нескольких дней молчания и отсутствия реакции на спецоперации СБУ. В Москве заявляют, что целью РФ является уничтожение киевской власти. Первая реакция США на резкое заявление России на фоне мирных переговоров. Украинские истребители F-16 и ЗРК «Патриот» напрямую будут передавать разведданные о российских целях на экраны штабов США и других членов НАТО. В Украине говорят о прорыве. Новый договор. Французы останутся без фильмов для взрослых. Новый закон и протесты медиаплощадок с контентом 18+. Что пошло не так? Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Балтийское море под прицелом. В немецком Ростоке стартуют масштабные учения НАТО «Балтопс». 50 кораблей, 9 тысяч военных, 17 стран, беспилотники, стрельбы и подводные дроны. Акватория моря превращается в арену крупнейших за годы натовских учений. Накануне в порт Ростока зашли эсминцы США, немецкий флот привозит фрегаты, корветы, тральщики, патрульники и даже плавучий госпиталь. Всего 50 боевых кораблей. И это только начало. 5 июня начинается скоординированная отработка сценариев. Флот уходит в море, где до 20 июня в районе Варнемюнде будут идти реальные боевые маневры. Речь о воздушных и морских десантах, противолодочной борьбе, стрельбе по целям, применении беспилотников, разминировании и спасательные операции. В Альянсе заявляют, что немецкий штаб координирует учения от имени НАТО. Для нового командования это настоящий лакмусовый тест под боевой нагрузкой. Командный центр будет в режиме нон-стоп отслеживать действия всех участников и выстраивать единый механизм взаимодействия в условиях вероятной войны. Немецкий флот и вооруженные силы Германии полны решимости укреплять НАТО, повышать эффективность и боеспособность НАТО. Мы хотим обеспечить эффекты сдерживания и обороны. Параллельно с этим Россия также проводит масштабные военные учения в Балтийском море. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже отработали нанесение ударов по морским целям, также в рамках учений. В России заявляют, что в ходе учений малые противолодочные корабли Балтийского флота проведут и артиллерийские стрельбы по беспилотным катерам и воздушным беспилотникам. По беспилотным катерам стрельба была и накануне, однако в акватории Черного моря. В сети активно обсуждали вот эти кадры. Как утверждалось, кадры поражения украинского дрона, который пробивал путь к Крымскому мосту. Новая спецоперация СБУ вновь топ-тема у мировых СМИ. И пишут не только о том, как она была реализована, но и о том, каким будет ответ России. Эта тема не утихает еще после удара СБУ по стратегической авиации России. Итак, издание Defense Express пишет, что Украина могла атаковать опоры Крымского моста и устроить мощный подводный взрыв с помощью дронов «Толока» или «Маричка». Дроны могли подплыть к опорам моста, находясь под днищем судна, которое шло в российский порт на Азовском море. Отметим, что все известные проекты украинских подводных дронов оснащены системами, отвечающими за связь с оператором и спутниковую навигацию. Для этого в них может быть реализована телескопическая мачта. В нескольких предыдущих своих выпусках я приводил слова Алексея Ниишпапы, командующего ВМС ВСУ, который заявлял, что Крымский мост остается целью номер один для Украины. И третья операция по его подрыву обязательно будет. Нужна лишь информационная тишина. В то же время глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров накануне обратился к россиянам и дал понять, что будет и еще одна атака на мост. Чубаров призвал россиян покинуть полуостров, обратился к ним на русском языке. Как вы уже осознаете, незаконно построенный Керченский мост, который связывает оккупированный Крым с территорией страны-агрессора, с территорией России, скоро будет снесен, и вы можете оказаться в своеобразном мешке. Поэтому я настоятельно рекомендую вам срочно покинуть полуостров и отправиться домой, в Россию, в те места, откуда вы незаконно приехали в оккупированный Крым.
В США же впервые уже серьезно прокомментировали действия СБУ. Там говорят, что Украина не предупреждала об ударах по аэродромам. В Белом доме также заявили, что Трамп оставляет за собой право нанести удар по России экономический, но пока настроен позитивно благодаря переговорам Украины и России в Стамбуле. В то же время западная пресса дает не такие оптимистичные прогнозы. Wall Street Journal пишет о новой фазе войны. Атаки Украины на военные аэродромы в глубине России в выходные свидетельствуют о том, что затянувшаяся война вступает в опасную фазу, где обе стороны, похоже, настроены на эскалацию. А перспективы мирного соглашения при посредничестве США становятся все более призрачными. В России, напомню, накануне назвали терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли перед началом спецоперации «Паутина», и заявили о причастности к этому Украины. При этом в дело уже даже успели вплести и Казахстан. В российских СМИ появилась информация о том, что главный подозреваемый, владелец фур, уехал перед началом спецоперации СБУ в Казахстан. А вообще взрывчатка и комплектующие для дронов, которые били по аэродромам, и завезли их тоже из Казахстана. В Астане заявили, что это лишь теории заговора и никаких доказательств этим теориям нет. А бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана заявил, что такой сценарий переброски взрывчатки в РФ нереальный. Во-первых, непонятно, какая именно взрывчатка применялась в дронах. И я совершенно уверен, что взрывчатку проще там купить, чем ее завезти туда от нас. Просто так сделать реальнее. В Кремле же говорят, что Путину докладывали об ударах по аэродромам в режиме онлайн, а каким будет ответ России, так и не ответили. Песков говорит, надо подождать. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет Российской Федерации. И было также соответствующее заявление Министерства обороны. Вот я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны России. Несмотря на такое молчание Кремля и отсутствие любой личной реакции Путина, Нью-Йорк Таймс пишет также об ответном ударе со стороны Москвы. Американские официальные лица ожидают, что Россия предпримет значительные ответные меры за эти удары. Разведка США пока не определила, какие цели может выбрать Москва, но предполагает, что Россия может возобновить удары дронами по гражданским объектам, атаковать энергетическую сеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности. Традиционно высказался на этот счет и Медведев. Он также пишет о возмездии, но помимо этого озвучил план Москвы. Цель – уничтожение украинской власти, которую он называет неонацистской. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован. Слова Медведева не остались незамеченными в США. На них отреагировал автор закона о санкциях для России Линдси Грэм, который на прошлой неделе побывал с визитом в Киеве. Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящим из российской пропагандистской машины. Благодарю за то, что вы ясно дали понять миру, что Путин и Россия совершенно не заинтересованы в мире. В Украине также отреагировали на заявление российской стороны. В офисе Зеленского считают, что Путин не готов к личной встрече с Зеленским, Эрдоганом и Трампом. Советник Ермака Подоляк считает, что Путин не сможет выдержать личного контакта с большими игроками. Предлагаю послушать. Тут проблема же не в президенте Украины. Президент Украины как раз и готов это все обсуждать. В присутствии, знаете, когда у тебя сидит с одной стороны Трамп, с другой стороны Эрдоган, да, ну понятно, ты будешь говорить весомо, четко понимая ответственность за то, что ты говоришь, ну и не бравируя там какими-то вот этими понтами, как любит тот же Путин. Путин, в принципе, физически, первое, не готов выехать на нейтральную площадку, не готов. Путин не готов вести диалог в присутствии крупных игроков. Он не умеет разговаривать. Я думаю, вы прекрасно его знаете, сами вы видите, да, он теряется сразу. Путин тем временем, напомню, пока никак не комментировал ни удар по Крымскому мосту, ни по аэродромам, но уже 4 июня созывает совещание с членами правительства России. Официальная версия – обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. В то же время в Кремле сообщают, что будут рассмотрены и текущие вопросы. Украинские F-16 выходят в онлайн. Теперь они напрямую связаны с НАТО и вместе с ЗРК «Патриот» могут передавать данные о целях напрямую представителям Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. Как уточняет издание, с 1 июня украинская армия официально получила доступ к военному Wi-Fi НАТО, системе обмена боевыми данными, основанной на защищенной сети Link-16. Вся информация с F-16, Mirage 2000 и зенитных батарей «Патриот»
Украины смогут передавать цели прямо на экраны штабов США, Великобритании и других стран Альянса. В украинском Минобороны события назвали цифровым прорывом. Издание уточняет, что такая интеграция может дать Альянсу прямой канал разведданных о перемещениях российских войск. Ранее США опасались, что подключение F-16 к Link-16 может привести к утечке данных, но теперь забрало поднято. При этом издание уточняет, что потери украинских Patriot и старые радары F-16 пока ограничивают весь потенциал, но допуск к системе – это шаг к поставкам более современных систем связи и радаров. Стратегическое расположение Украины вблизи российских сил делает ее потенциально ценным источником разведданных о российских войсках благодаря интеграции наземных и бортовых датчиков с датчиками стран НАТО. Россия не способна напасть на какую-либо новую страну. Внезапные заявления из стран ЕС. Президент Польши Дуда, который уже скоро покинет свой пост, заявил, что на данный момент Москва не имеет достаточно сил, чтобы пойти против той же Польши или стран Балтии, о чем часто заявляют западные разведки. Но речь идет о ситуации на данный момент. Так, Дуда ответил на вопрос, являются ли угрозой для восточного фланга НАТО масштабные военные учения России и Беларуси под названием «Запад-2025», которые пройдут уже этой осенью. Я так не думаю. Конечно, кто-то скажет, никогда не говори никогда. Но мы готовимся, мы наращиваем наши силы сдерживания, мы модернизируем нашу армию, чтобы обезопасить себя. Но прежде всего для того, чтобы убедиться, что на нас никто не нападет, что потенциал настолько велик, что не стоит его проверять. Вот почему мы делаем это постоянно и становимся сильнее, а Россия слабеет, потому что она каждый день теряет свои вооруженные силы в борьбе с Украиной. Не видят никаких угроз со стороны Минска и Москвы и в Литве. Там даже не стали комментировать последний призыв Зеленского, который прозвучал на днях в Вильнюсе, обратиться к разведке за информацией о планах России и Беларуси. Информацию об учениях «Запад» собирает не только наша разведка, но и разведывательные службы НАТО. Все они пришли к единому выводу. Нынешние учения по своему масштабу и другим параметрам не создают угроз или поводов для беспокойства. Напомню, неделю назад в Беларуси заявили, что снижают параметры совместных с Россией военных учений «Запад» и переносят основные маневры от западных границ вглубь страны. Такое решение обосновали тем, что Москва и Минск готовы к диалогу и снижению напряженности в регионе. Это была цитата. Французы остаются без фильмов для взрослых. Популярные сайты с запрещенным контентом отключат доступ для граждан Франции. Это своеобразный протест, бунт против закона, который требует проверки возраста пользователей. Закон, принятый еще в 2023 году, обязывает все сайты с видео для совершеннолетних до 7 июня внедрить систему, которая не просто спросит «Вам есть 18?», а настоящую верификацию возраста. Но владельцы крупных медиаплощадок с откровенными роликами считают все эти действия угрозой для приватности, а закон опасным и бесполезным. Гигант индустрии яростно боролся с французскими властями из-за этих мер. Французская аудитория является второй по величине для популярного сайта со взрослым контентом в мире после США и опережает Филиппины, Мексику и Великобританию. Согласно внутренним статистическим данным компании за 2024 год. В Министерстве цифровой экономики заявили, что медиакомпания занимается обманом, мол, цель закона обезопасить от ненужного контента детей. В то же время в компании заявляют, что готовы сотрудничать с производителями устройств и операционных систем, чтобы блокировка несовершеннолетних происходила на уровне телефона, а не на сайте. Друзья, как всегда, интересно ваше мнение. Оставьте комментарии под этим видео. Что думаете о взрыве Крымского моста, что думаете о призыве Рифата Чубарова и также о новых заявлениях из Европы о том, что Россия и Беларусь на данный момент не представляют никакой угрозы ЕС. Спасибо вам, как всегда, за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!